Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим сегодня новый расклад Таро для мужчин. О чем она сожалеет? Как всегда, настраивайтесь на расклад для энергообмена, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, какая сейчас у вас проигрывается ситуация. У вас сейчас, знаете, вот состояние одиночества. Одиночество, причем, знаете, такое ощущение, что вам особо не хочется и с женщинами знакомиться. Да, может быть, вы мечтаете, вот хотите, но это на уровне мечтаний. Вот какое-то состояние вообще упадническое, когда не хочется ничего, никого, да, про бывшую вообще не хочется вспоминать. Вы полностью, знаете, вот ушли то ли в работу, может быть, кто-то в творчество ушел, да, может, хобби какое-то есть, увлечение. Ну, то есть у вас такое состояние, либо же когда, знаете, вот вам нравится, может быть, уже быть одному, вы входите во вкус. Да, с одной стороны, вам плохо, одиноко, да, когда нет рядом любимой женщины. Тем более женщины, которая сделала вам больно, да, которая причинила вам боль. И эта боль была до такой степени, что сродни просто физической боли какой-то, да. У кого-то, может быть, обострились какие-то болезни, давление, сердечно-сосудистая система, да, проблемы со сном. Ну, то есть эта боль вам не только душу, но и тело ранила. То есть это все отразилось на вашем теле через ваши различные болезни. И сейчас вот у вас такое состояние, знаете, ну, тотального одиночества. Вроде бы рядом женщины вокруг есть, но как-то никого и ничего особо не хочется. Ну и даже не то, что не хочется, а знаете, вот как будто, ну, не нравится никто. Вы как будто вот барьер перед собой поставили, никого не хочу, ничего не хочу. Да, вот вы видите красивую женщину, красивую картинку, но как-то вот что-то все равно вы ищете, какие-то оправдания, чтобы не знакомиться, может быть, с ней. Либо же, что вы вот заняты, да, вот если даже там кто-то познакомится с вами, вы как-то находите, ну, различные отмазки, да, чтобы не продолжать эти отношения. Это называется психологический барьер. Или же еще его можно назвать такой своего рода посттравматический синдром. Обычно это бывает после серьезной психотравмы, да, вот кто не знает, я как психолог немножечко вам объясняю это ваше состояние, особенно для тех, кто еще находится в нем. Знаете, вот когда человек переживает сильнейшую психотравму, да, вот, допустим, смерть партнера, либо же расставание с любимой женщиной, именно с любимой, да, потому что расстаются люди не всегда любящими друг друга. А вот именно когда с любимой женщиной вы расстаетесь, это своего рода маленькая смерть. Я думаю, вы со мной согласитесь. Напишите в комментариях, вы согласны, что вот если расстаешься с любимой женщиной, это как будто маленькая смерть, да, когда ты теряешь любимого человека, но ты теряешь как будто половину себя, да. Вот и у вас произошла такая ситуация, когда вот сейчас, вот вы, может быть, и знакомитесь кто-то из вас с женщинами, но вот такой своего рода психологический блок, что вы еще не готовы к другим отношениям, поэтому вы ищете разные отговорки, чтобы, может быть, не знакомиться. Либо же, может быть, женщина, она и нормальная во всех отношениях, и красивая, и фигуристая и так далее, но вы, может быть, ищете какие-то, знаете, вот недостатки, вот, ну, то есть это работает подсознание, чтобы уйти от новых отношений. Вы ищете, за что зацепиться, только бы не начинать новые отношения. Да, на уровне мысли вы хотите, но в душе вот психология ваша, ваш внутренний мир, да, ваше подсознание, они пока вам, ну, не дают пока другую женщину. Поэтому у вас сейчас вот состояние тотального одиночества. Так, божечки, кто это спешит ко мне? Итак, о чем же она сожалеет? Давайте-ка для начала посмотрим, кто же она, да? Какая эта женщина к нам пришла сегодня на расклад. Ситуация любовного треугольника, скорее всего, у вас проигрывается.
Предательство, обман. Женщина, которая далеко не все вам рассказывала. Женщина, у которой сильно развита интуиция. Знаете, у этой женщины, скорее всего, проигрывается вот по жизни, она имеет очень часто ни одного партнера. Это, конечно, очень неприятно звучит, но она всегда выбирает по жизни вот человека, или же, может быть, даже друзей она так выбирает, с кем выгоднее. Кто принесет пользу, может быть, кто-то материальные блага принесет, да, кто ей в чем-то поможет. Просто так она никогда не будет ни жить, ни дружить с человеком. Женщина, которая, знаете, она, если чего-то захочет, она и сквозь воду и огонь пройдет. Вот она такая любительница добиваться своего, очень сильная, может быть, даже властная женщина, с таким сварливым, может быть, вспыльчивым характером. Женщина, которая будет, знаете, вот она идти вслепую, может быть, но идти к своей цели, только бы своего добиться, да. Женщина, которая... Знаете, вот она любит даже, ну, такое ощущение, что вот она любит, да, вот ей доставляет как будто причинять боль другим людям. Вот как будто, знаете, вот она кайфует от этого. Вот какое-то такое садомазо своего рода, да. Но вот она какая-то такая, знаете, вот она может специально из-под тишка кого-то вот уколоть, какую-то колкость сказать, либо же что-то сделать, чтобы вывести человека вот на эмоции. Может быть, и вы даже замечали, что она могла, ну, на пустом месте, да, сделать скандал из ничего. Она могла придраться к чему угодно, сделать из мухи слона, да. Но вот ей доставляет удовольствие. Вот она как, знаете, вот есть энергетические вампиры, которые питаются людской энергетикой. Вот она такая, наверное, даже к ними относится, скорее всего. Вот она питается энергетикой чужих людей. Вот она выводит, да, или вас там, или другого человека, она выводит на эмоции, да, чтобы вы разозлились, взбесились. Она подпитывается вашей энергетикой, и тогда ей хорошо и классно, она кайфует. И вот вам мой маленький совет, да, вот если вы встречаетесь с таким человеком, да, который пытается вас разозлить, начинает, да, вот делать скандал на пустом месте. Да, вообще, в принципе, если кто-то начинает скандалить, кричать, вот как-то старайтесь, знаете, держать себя в руках и не вестись на это. Старайтесь как-то, вот знаете, быть спокойным, уговаривайте, да, есть различные дыхательные практики, да, там, я не знаю, сжимайте кулаки, что угодно, да, но не ведитесь на это, потому что энергетические вампиры, они всегда питаются только тогда, когда выводят человека на эмоции. Если вы будете спокойны, никогда вас никто не будет кушать, так сказать, да, вашу энергетику никто не будет кушать. Потому что если вы спокойны, вы как бы защищены от этих энергетических вампиров. Поэтому вообще старайтесь как-то вот развивать свое самообладание. И по большому счету я вам скажу, что, ну, в общем-то, вот эти вот все крики, скандалы, да, они ведь не решают проблему. Точно так же, как рукоприкладство. Это всего лишь показатель слабости человека. Ну вот согласитесь, да? Можете написать тоже в комментариях. Ну, в общем-то, вот когда даже вот на детях пример, да, очень часто мы кричим на детей, кто-то шлепает, может быть, да. Это показатель нашей слабости, да, вот слабости родителей. То есть мы по-другому не можем влиять на ребенка, только когда мы кричим, запугиваем. Точно так и взрослые. Когда мы кричим, повышаем голос, мы выходим из себя, да, про рукоприкладство я вообще молчу, упаси Господь такое к женщине применять, да. Ну, то есть это показатель того, что человек по-другому не может, ну, никак с вами договориться, повлиять на вас, совладать с вами, да. Поэтому, ну, это абсолютно не решает никакую проблему. Проще ведь всегда сесть и договориться и поговорить спокойно, да, кого и что не устраивает. Вот такая очень непростая женщина сегодня к нам пришла. Так, давайте-ка посмотрим, о чем же она все-таки сожалеет. Так. А знаете, ну я так и догадывалась, в принципе.
Она сожалеет, знаете, вот она сожалеет за тем, что вы не попытались за ней бегать. Вот она думала, что вот она будет чудить, творить, да, там налево ходить, вести себя как угодно. Вы это будете терпеть, потому что она знает, что вы ее любите, да. То есть он и это простит. Может быть, из вас кто-то уже и не раз прощал ее такое не очень хорошее поведение. И вот она сейчас сожалеет, она, может быть, даже в какой-то степени грустит из-за того, что не оправдались ее надежды. Она думала, что вы вот придете и будете все равно в любом случае стоять перед ней на коленях, да, говорить, верните, я все прощу, да. Она думала, что вы будете делать первый шаг, чтобы помириться, чтобы вернуть ее. Еще и с подарочком к ней, может быть, приедете, да, потому что вы ее любите, или любили, вернее, и она это прекрасно знает. Вот. А тут нашла коса на камень, и все пошло не так, как она планировала, понимаете? И она очень жалеет затем, потому что она потеряла мужчину, который боготворил ее, который любил, да, который вкладывался. Причем мы вкладывались довольно хорошо. У нас туз пентаклей выпал. Она себя чувствовала, знаете, с вами вот действительно как за каменной стеной. Потому она и расслабилась, и начала уже борзеть. Она думала, что вы никуда не денетесь. Она будет зажигать, там, да, делать все, что ей хочется. А рядом есть такой вот джин своего рода, который исполнит все ее хотелки, да, все ее желания. Но в этот раз она даже не догадывалась, что она может ранить вас до такой степени, что вы, допустим, развернетесь и уйдете. Или же, что вы не будете с ней мириться, делать какие-то первые шаги к ней. Она не думала, она вот здесь, вот она просчиталась. И теперь она сожалеет об этом, что она потеряла ту красивую жизнь, которая была. Она потеряла тот статус любимой женщины. Она потеряла мужчину, за которым была как за каменной стеной. Сейчас у нее такой жизни нет. У нее нет такого любящего мужчины, каким были вы. У нее нет того достатка, тех финансов, да, у нее нет такого любимого и любящего человека, который бы так боготворил, как это делали вы. И теперь она, конечно же, сожалеет и кусает локти. Но, естественно, она никому этого не покажет. Это она так, наедине с собой, да, вот, может быть, даже в чем-то ругает себя, что она вас упустила. Но унижаться она никогда не будет. Она не сделает первый шаг, потому что, ну, как бы, королевишна, у нее корона упадет, если она первая начнет мириться. А унижаться – это не про нее. Она скорее будет страдать, но первый шаг она не сделает. Вот так вот. Поэтому, дорогие мужчины, ваша бывшая сожалеет за вами, потому что вы были супер мужчиной в ее жизни. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!